Всем привет! Всем привет! Сейчас мы скажем те слова, которые, пожалуй, сотни раз произносили, проезжая по этой дороге с паломниками и туристами в автобусах. Направление реки Иордан, место крещения. Что ж ты меня перебиваешь? О, извини, пожалуйста. Ну, продолжай. Направление Мертвого моря, направление Илата, направление Эн-Геди, крепости Масада, Галилею, в конце концов, когда едем. И на место крещения. Абсолютно верно. Итак, какая же это фраза? Обратите внимание на эти холмы сверху. Мале Адумим. На То них есть? располагается город А как это переводится, с Лариса? библейским названием. Сейчас я скажу все. На них располагается город с библейским названием Мале-Адумим. Почему библейское? Да, ответ, пожалуй, очевиден. Потому что это название мы видим в книге Иисуса Навина. При разделе оно упоминается, при разделе земли обетованной между коленами еврейского народа. Итак, Павел спросил, так что же такое Мале-Адумим? Что же это такое? Красный подъем. Красный. А почему красный? Потому что горная порода, мимо которого проходит этот путь, а это был военный, торговый путь из Иерихона, древний, известный, из Иерихона в Иерусалим, подъем действительно, и в этих породах эти породы были насыщены фосфатами, которые, да, и придавали красный цвет этим горам. То есть вот отсюда Мале Думим, то есть, да, красная возвышенность. Да, красный подъем, красный да, подъем, можно сказать? красный подъем, так назывался древний библейский путь. И вот на холмах вдоль этого пути расположился, кстати, холмы, высота от 250 до 450 метров, да, расположился современный город в пустыне Мале-Адумим. И на сегодняшний день мы не проедем мимо него, а именно сворачиваем в сторону этого интересного города, о котором мы вам и расскажем, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз Абсолютно услышать. верно. На въезде в город расположен парк памяти 7-го премьер-министра Израиля Ицхака Шамира. Пожалуй, стоит свернуть. Что мы и сделали. Здесь можно и полюбоваться искусственным озером, И поваляться на траве. и потренироваться на тренажерах довольно высокого качества. На тренировку у нас нет времени, но все же. Директор парка рассказал, что здесь 35 тренажеров. И этот спортивный зал под открытым небом пользовался большим спросом, когда в локдаун все было закрыто и тренироваться было просто негде. На островке в центре озера тоже здорово. И вдруг, совершенно неожиданно, выплыли утка с утятами. Еще один милейший объект для съемок. Ханания, директор парка, умилялся и поздравлял удочку мамы с днем рождения деток. Утятам не больше 2 дней. Когда Ханания уходил на выходной, их еще не было. А с утра первого рабочего дня вот такой сюрприз. Эта уточка каждый день его встречает у офиса в ожидании завтрака. Но правда же, милейшее создание. А это, похоже, отец семейства, но он предпочел этого не показывать и отдыхал в стороне. Парк построен в 2013 году в ходе программы по увековечиванию памяти выдающихся общественно-политических деятелей Израиля. Вот некоторые из них: Леви Эшколь, Голда Меир, Ицхак Навон и Ицхак Шамир, памяти которого посвящен этот парк. Парк планируется еще значительно расширить, а нас интересует еще один объект за этим зеленым газоном.
Газон – это открытый зрительный зал прямо на траве. Ведь в парке проводятся еще и концерты, и спектакли, и много других мероприятий для детей и взрослых. Эта скульптура интересовала нас давно. Что это оливковое дерево, не вызывало сомнений. Но хотелось бы и подробностей. Удача нам улыбнулась в лице скульптора Дениса Фильцера, выполняющего заказ на другую скульптуру. Как Денис нам рассказал, именно его работа вдохновила известного скульптора Сэма Филиппа на создание этого действительно большого проекта. Высота оливкового дерева 15 метров. Сэм приобрел несколько работ Дениса, среди которых было маленькое оливковое деревце, в пустой полости ствола которого располагался, что бы вы думали, Иерусалим. В пустом стволе этой оливы тоже будет небольшая экспозиция археологических находок. Работы по возведению 15-метровой оливы, символа Израиля, начались в 2019 году. И вот предоставленная нам уже историческая фотография. Спасибо директору парка. Денису хотелось, чтобы олива была более раскидиста в кроне, но ограничились короткими ветвями по инженерным соображениям. Скульптура ведь из металлоконструкции бетона, вес немалый. Но стволы, ветви и корни, согласитесь, очень реалистичны. Как абсолютно реалистично то, что ствол старой оливы постепенно становится полым внутри. Но еще стоит сказать, что в этом году олива победила в конкурсе на избрание национального дерева Израиля. И в заключение рассказа о парке. Эта небольшая оливковая рощица специально высажена рядом с парком как место для пикников и шашлыков. Шашлыки мы не жарили. Но были рады увидеть черные, спелые плоды этого прекрасного дерева. Дорогие друзья, мы еще не успели въехать в сам город, а уже столько всего интересного и красивого узнали и увидели. Первое дорожное кольцо на въезде в город. А, кстати, чуть не забыла. Дело в том, что в городе нет ни одного светофора, и движение управляется вот такими дорожными кольцами. Итак, это первое кольцо на въезде в город, и нас встречает олива. Олива – символ Израиля, настоящая, живая, да, символ Израиля, символ мира, духовное, можно сказать, такое дерево, дерево бессмертное. Это довольно-таки возрастное дерево, потому что посмотрите, какой у него ствол интересный, красивый. И второе тоже такое же яркое, красивое. В общем, наверное, сегодня оливы не перестанут фигурировать, можно сказать, в нашем рассказе о этом городе Маале-Адумим. И сейчас еще, кроме олив и пальмы, украшает это кольцо также вот эти цветы, чернобривцы или бархатцы. Посмотрите, какие насыщенные цвета они дают. Согласитесь, очень красиво и ярко. И это растение всегда готово украсить любой ландшафтный дизайн. Мы въезжаем в город по живописнейшей трассе, разделительная полоса которой пальмовая аллея. Второе кольцо с неизменной оливой посередине. Мы видели еще один парк и свернули в его направление. Паша в восторге от того, что не надо искать стоянку. Косили траву. Любите запах скошенной травы? Я очень. Добавилась еще одна положительная эмоция. Пока все только радует. Это спортивный парк.
На заднем плане Иерусалим. Кто узнал колокольню? Рядом расположена школа для старшеклассников. В городе 17 начальных школ, 6 средних и 5 школ для старшеклассников. Работают 150 кружков и спортивных секций для детей, музыкальная школа и есть 2 городских бассейна. Я еще слышала, что есть военное училище ВВС. Маале-Адумим 14% жителей репатрианты из стран бывшего Советского Союза. Абсолютно безопасный город для проживания с почти нулевой преступностью. Дорогие друзья, город совсем молодой, поэтому его история уложится буквально в несколько строк. Представьте себе, город расположен всего лишь в каких-то 7 километрах от Иерусалима. Это буквально спутник Иерусалима. Да, город-спутник. А его история началась после войны Судного дня 1973 года. Тогда организованная в Иерусалиме группа поселенцев обосновалась на небольшой возвышенной территории. Сейчас это холм называется Гевата Меаздим, то есть холм основателей. Вот там в 1975 году и были построены первые жилые дома. А уже через 4 года поселенцы получили от правительства Израиля официальный статус местного совета. И постепенно поселение начало расширяться. Сейчас, если верить Википедии, площадь города занимает 50 квадратных километров. И количество жителей превысило уже 40 тысяч человек. А в 1991 году Маале-Адумим официально получил статус городского совета. Это был первый современный еврейский город, построенный на территории Иудеи и Самарии. Да, и тогда в нем проживало 15,5 тысяч человек. То есть совсем небольшой, по сути дела, город. Поселение. Ну что, полетаем? Вот и третье по счету дорожное кольцо. Всего в городе более 30 таких колец. В центре этого находится фонтан. Есть надпись из Второзакония: «Как орел стережет гнездо свое, парит над птенцами своими». Поэтому площадь называют Орлиной или площадью орлов. Это главная транспортная развязка города. 4 года назад площадь была модернизирована, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сделать это место более безопасным. Работы длились 2 месяца и стоили городу более 2 миллионов шекелей. Чего я не встречала в Иерусалиме, да и в других городах Израиля, так это подобного отношения водителя к пешеходу. Я еще не успевала подойти к обозначенному переходу, как машина уже останавливалась, уступая дорогу. Напомню, что в городе нет светофоров. Ой, это какие-то вообще джунгли. Где я нахожусь? В ботаническом саду? Нет, это центр города Маале-Адумим. И справа от меня находится мэрия этого города, куда я сейчас и направлюсь.
весь город Маале-Адумим украшен замечательными оливковыми деревьями. Как вот это, например. А между прочим, такие экземпляры могут стоить немалых денег. Десятки тысяч шекелей, спокойно. А это дизайн одной из площадей прямо перед мэрией города. Оливковое дерево, мы уже не раз рассказывали о нем, что это символ государства Израиль. Но в Маале-Адумим их необычайно много. На многих вот таких вот площадях, круглых кольцах встречаются эти прекрасные, замечательные деревья, упоминаемые в Библии. Посмотрите, какие прически у этих фикусов Беньямина. Есть их целая аллея, красавцы. Прямо такие постриженные, причесанные, но очень красиво. Штук 20 из этих деревьев. Эта зеленая стена удивила и даже поразила меня, когда я впервые оказалась в Маале-Адумим. Какая роскошь! Бабочки в вечном кружении над половинкой яблока. Вот как вы думаете, кому посвящен этот памятник? Я лично думаю, что он посвящен библиотекарю. И он идет, этот библиотекарь, и согнулся под тяжестью книг и знаний, которые в них хранятся. Тут не написано, кому посвящен этот памятник, но я так решила именно потому, что он рядом находится, что вы думали, городская библиотека. А улица? Конечно же, библиотечная. А что нас ожидает у кольца под номером 8? Никогда не догадаетесь, о чем могут сказать эти археологические экспонаты на детской площадке. Возможно, о том, что в этом жилом районе расположены внушительных размеров руины монастыря Святого Мартирия византийского периода. Их обнаружили при строительстве вот этих домов. Посмотрим на монастырь сверху. А теперь приземлимся. Равнодушно мимо такого персонажа не пройти. Ну просто царь какой-то. Наблюдает за подданными. И парочка котят совершенно очаровательны. Еще одна древняя олива на нашем пути. Я бы сказала, что Маале-Адумим – это еще и город древних олив. Интересно, сколько их обосновалось здесь? Если верить надписи, то этому дереву 1500 лет. Но что-то не верится. Маленьковато в размерах, но стоит того, чтобы на нее посмотреть. А листики этой оливы сделаны вручную слепыми людьми. Таких листиков на ней 15 тысяч. Это еще одна олива, олива мира, известного вам скульптора Сэма Филиппа. Бегущий человек Дани Гроссмана. Попробуйте принять такую позу. Не получится, точно. Мы пробовали. Скорее, человек тормозящий или на взлете. Как-то так. В городе
57 детских площадок, подобных этим. И в парк семьи мы тоже заглянули. Так он и называется – парк семьи. Пока он пустует, но ненадолго. Вот уже пришли первые папа с дочкой. Вот такого я точно не ожидал. Малядуним, есть пакет. Если собачка человек гуляет, вот пакетик он может. Собачка сделала свои дела и подобрать, так сказать, аккуратненько все. Вот ты его вытаскиваешь. И что на нем нарисовано? Для удобства собак вот специальный пакет для потребностей собак. Ух ты. Потрясающе. Потрясающе. Конечно, наш взгляд поверхностный. И возможно, что это не такой уж образцово-показательный город, каким мы и вы его увидели. Проблем везде немало. Но мне кажется, что вся эта живая красота, ежедневно окружающая жителей города, играет какую-то немаловажную роль, не оставляет равнодушным, помогает и вдохновляет. Как думаете? Дорогие друзья, мы совершенно ненадолго, можно сказать, импровизированно заехали в этот замечательный город. Мы к вам Маалядуним. заехали на час. О, да, как в известной песне, да, советского В периода. известном мультфильме. Да, но город произвел просто какое-то впечатление незабываемое, я бы сказала. И, конечно, это всего лишь внешнее впечатление. Вот, но оно какое-то потрясающее. Маленький-маленький рай. И заметьте, этот зеленый маленький рай там, где раньше была суровая природа иудейской пустыни. Прям за нами город пустыни практически. Новые районы. Да. Город, в котором нет светофоров. Город, в котором куча парков. Вот один из парков, в котором мы сейчас находимся, называется парк Амишпаха. Это Да, семейный, парк для семьи. Тут можно и в шахматы поиграть, и с детишками погулять, и внучку выгулять куда-нибудь пойти. Да? И он здесь не один, здесь очень много таких зеленых парков. Несколько парков. Мы только часть парков смогли успеть показать в одном сюжете. Конечно, если вам понравится, мы продолжим эту тему. Нам пришлось бежать от яркого заходящего солнца, потому что оно просто слепило. Я почувствовал себя словно в Африке, где живет Айболит и прочие персонажи. Или Марокко, или в Алжире, Северная Африка, а может быть где-то в Новой Гвинее. Это, наверное, зелень этого города. Это сказать, что город просто зеленый и красивый, этого мало. Здесь какая-то буйствующая, бушующая природа. Это просто невероятно, что можно было создать в совершенно суровой природе пустыни иудейской такой, рай, я не побоюсь сказать этого слова. Самый настоящий оазис пустыни. С которого мы хотим передать вам огромный привет из города Маалядуним, красный подъем, который, как мы выяснили, переводится. Пожелать вам удачи, конечно же, здоровья. Хорошего настроения. Хорошего настроения, самое главное. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Тогда подписывайтесь, да.
Также приглашаем становиться спонсором нашего канала. Ваша помощь нам очень нужна. Нам приятно, когда вы это делаете. Благодарим очень тех, кто уже это сделал. Ну что ж, всего хорошего, будьте здоровы, до свидания и до новых встреч.